Август 1945 года. Японская империя проигрывает войну с американцами, теряет одну колонию за другой. Но на родных островах продолжается более-менее спокойная жизнь. Единственное, что тревожит людей в тылу, начавшиеся весной налеты вражеских бомбардировщиков. Впрочем, газеты и радио уверяют, что победа не за горами. Западные варвары вот-вот будут разбиты. Надо просто немножко потерпеть. «6 августа 1945 года. У молодого инженера Цутому Ямагути заканчивается трехмесячная командировка в Хиросиме. В 9 часу утра он отправляется на вокзал, чтобы наконец поехать к семье, домой, в Нагасаки. И тут он слышит сирену воздушной тревоги. Бомбежки к этому времени стали рутиной. Но на этот раз происходит что-то странное. Ямагути видит над собой американский бомбардировщик. От него отделяется и медленно летит вниз на парашюте одна единственная бомба. Ямагути оказался всего в 3 километрах от эпицентра ядерного взрыва. Ударная волна отбросила его на десяток метров. Он потерял сознание. А когда очнулся, увидел гигантское облако в форме гриба посреди черного неба. Пыль и пепел превратили день в ночь. В один момент исчезли целые кварталы. Мгновенно погибли десятки тысяч человек. От некоторых из них остались только силуэты на стенах. Сейчас мы находимся в мемориальном парке Хиросимы. Здесь был густонаселенный район. После атомной бомбежки от него не осталось вообще ничего. Вот эти руины — единственное здание во всем центре города, которое тогда частично уцелело. И в этом разрушенном городе все еще работала железная дорога. На следующий день на поезде, где не было ни единого целого стекла, Ямагути поехал домой, в Нагасаки. Из-за ожогов его с трудом узнали родные. Рассказу о том, что Хиросиму уничтожила одна единственная бомба, никто не поверил. Утром 9 августа Ямагути, весь перебинтованный, вышел на работу. В офисе он снова попытался рассказать о бомбе, и снова впустую. Коллеги стали над ним просто смеяться. И в этот момент Ямагути увидел в окне еще один ядерный гриб. Цутому Ямагути был не единственным, кто пережил сразу 2 атомные бомбардировки. Таких людей было около 160. Но только Ямагути добился официального подтверждения своего опыта. Остальные же не стали привлекать к себе лишнего внимания. Очевидцев ядерных ударов в послевоенной Японии считали носителями неизлечимых болезней, не брали на работу, отказывали в брачных союзах. Таких людей называли хибакуся, и они были олицетворением поражения в войне, которую Япония развязала ради создания Великой империи, которая начиналась с невероятных по масштабам побед. Мы с вами сейчас на линкоре «Айова». Он был спущен на воду только в августе 1942 года, но утром 7 декабря 1941 примерно такие же линкоры стояли в бухте Перл-Харбор, главной базе ВМС США на Тихом океане. Воскресное утро. Матросы и офицеры предвкушают день отдыха. Часть матросов в увольнении, часть на вахте или возле орудий. Матросы дремлют, убивают время. Снаряды лежат в корабельных арсеналах, а водонепроницаемые двери и люки открыты. Так удобнее. Ведь не предвидится ни стрельб, ни выходов в море. На линкоре «Западная Вирджиния» чернокожий стюард Дорис Миллер стирает белье. И тут, без 8 минут
В небе появляются самолеты, истребители, бомбардировщики, торпедоносцы. Один из них пролетает рядом с садом местной больницы. Медсестра, идущая домой после ночной смены, видит, как пилот машет ей рукой. Она машет в ответ, не сообразив, что приветствует японца. Самолеты заполнили небо. В американские линкоры, крейсеры и эсминцы летят бомбы и торпеды. Красивые построения самолетов морской авиации расстреливают, как мишени в тире. Дежурный офицер базы передает в радиоэфир сообщение: «Воздушный налет! Перл-Харбор! Это не учение!» Звучат сирены. Американцы в растерянности. Японская торпеда поражает линкор «Западная Вирджиния». Стюарт Миллер, бросив стирку, принимается помогать раненым. Перетащив смертельно раненого капитана в безопасное место, он встает за зенитное орудие и начинает стрельбу. Миллер сбивает по меньшей мере один японский самолет, когда его боеприпасы заканчиваются. Еще 182 вражеских самолета по-прежнему в воздухе. После атаки на корабли начинаются удары по корпусу морской пехоты, по аэродромам острова Оаху. 200 самолетов превращаются в обугленные обломки за считанные минуты. На аэродроме Уиллер пилоты еще спали, когда раздались первые взрывы. Двое из них, лейтенанты Джордж Уэлч и Кеннет Тейлор, выбегают наружу буквально без штанов. Они видят японские самолеты и дым над Перл-Харбор. Натянув штаны, пилоты бросаются к истребителям Кертис П-40 и поднимаются в воздух. За следующий час они собьют 6 японских самолетов. Те летят волна за волной. Зениткам удается сбить еще около 10 машин. К половине 10-го японцы, наконец, израсходовали боеприпасы. Потери американцев оказались катастрофическими. Из 8 линкоров, а всего их у США было 9, серьезных повреждений избежали только 3. А ведь именно линкоры на тот момент считались главной ударной силой флота. Без них противостоять японцам казалось немыслимым. В линкор «Аризона» попала 800-килограммовая бомба. Она пробила палубу и попала в погреб со снарядами. Корабль пошел на дно. Погибло больше 1000 человек. Линкор «Оклахома» перевернулся после попадания японских торпед. Задраить все люки и переборки команда не успела. Спаслось только 32 человека. Остатки «Оклахомы» поднимут из воды через несколько месяцев и найдут около 400 тел. Из строя также вышли 3 крейсера и 3 эсминца. Оказалась уничтожена практически вся авиация США на Гавайях. В общей сложности погибли 2403 американца. Потери японцев были несоизмеримо меньше – 29 самолетов и 5 мини-субмарин. До атаки на Перл-Харбор американское общественное мнение придерживалось давней политики изоляционизма. Мол, пусть США помогают Великобритании, нашему союзнику в Европе и Атлантике, но самим воевать нет, спасибо. Теперь все изменилось. Произошло то, что раньше казалось невозможным как гражданским, так и военным. Японцы атаковали территорию Соединенных Штатов, разгромили главную американскую базу флота на Тихом океане и за 1,5 часа убили больше 2000 американских военных. Днем 7 декабря в США по радио шла трансляция футбольного матча Giants против Dodgers.
Ведущий CBS пытается связаться с репортером, но тщетно. Связь нарушена. This is CBS in America calling Honolulu. Go ahead, Honolulu. Go ahead, Honolulu. После нескольких попыток он вынужден поставить Шостаковича. Пока люди у радиоприемников слушают музыку, налаживают связь. И вот журналисты из Гонолулу сообщают ужасающие подробности. Об изоляционизме теперь и речи не шло. Общество охватил шок, гнев, страх и жажда возмездия. В конце речи Рузвельт попросил Конгресс объявить Японии войну. That since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Конгресс исполнил просьбу в тот же день. Решение правительства публично поддержали даже те, кто прежде яростно боролся против вмешательства Штатов в мировую войну, вроде ультраправого комитета America First и консервативного экс-президента Герберта Гувера. Все понимали, Японии дело не обойдется. 3 дня спустя, 11 декабря, Германия и Италия поддержали Японию и объявили войну Америке. Мы, наконец, дописали первый том книги про Вторую мировую войну. Эту книгу мы решили сделать по мотивам серии роликов, которая выходила на моем канале на протяжении 3 лет. Это первый том, будет еще 2. Контент книги сделан по роликам о войне, но мы добавили на каждую страницу иллюстрации, нарисованные художниками специально для книги. Там и карты, и другие иллюстрации, ну и некоторые исторические фотографии и документы. Вот такая вот книга. Моя цель, когда я задумывал эту серию роликов вообще, была в том, чтобы рассказать о Второй мировой войне и о предпосылках ее, о ходе войны, об ужасах войны и о подвигах героев. И о том, каким стал мир после нее. Мы старались сделать взвешенные ролики, не срывая покровов и не пытаясь выдавать сенсаций. Просто рассказать, как все было, снабдив это все интересной хроникой и картами. В том же духе написана и эта книга. Мы постарались сделать идеальный школьный учебник, где честная информация написана увлекательно, а иллюстрации помогают понять события даже тем, кто не любит много читать. Когда я начинал серию, я жил в Москве и был обычным россиянином. Сейчас у книги появился еще и дополнительный смысл. Теперь я иноагент, на меня открыли политическое дело. Руководство страны явно хочет сказать, что такие люди, как я, не должны участвовать в общественной жизни. В том числе именно поэтому, именно сейчас я хочу издать полноценную красивую книгу, практически учебник, причем на одну из самых чувствительных для российского руководства тем, на русском языке, и она будет продаваться в России. Большое спасибо всем, кто помог с этой задачей. Книга выпущена в значительной степени на пожертвования моих зрителей. Но это только первый том. Сегодня мы открываем предпродажи первого тома, а также сбор средств на производство второго тома. Ссылки на это в описании.
Американские граждане начали сбор металлолома, резины и других ресурсов для военной промышленности. Тысячи мужчин выстроились в очереди у военкоматов, чтобы вступить в армию. До самого конца войны недостатка в добровольцах у американцев не будет. Их доля в армии и на флоте составит 39%. Американцев настолько захватила ненависть к врагу, что они поддержат даже совершенно абсурдную в борьбе с Японией меру – выселение этнических японцев, граждан Соединенных Штатов, западного побережья в специальные лагеря. 110 тысяч человек интернировали лишь потому, что опасались предательства. Вдруг японские войска захотят высадиться в Штатах, а эта пятая колонна им поможет. Соответствующий приказ подписал лично президент Рузвельт. Власти США признают это решение ошибкой и принесут извинения своей японской общине лишь в конце 80-х. Рузвельт не случайно несколько раз сделал акцент на том, что нападение японцев было неожиданным, вероломным и подлым. Президент хотел избежать обвинений, что он и правительство прозевали разгром главной базы страны на Тихом океане. Обвинения эти были бы вполне справедливыми. Американцы недооценили Азиатскую империю и дорого за это заплатили. Фундамент этой империи был заложен еще в конце XIX века. Тогда в Японии произошла реставрация императорской власти. Почти 7 веков страной управляли сёгуны, представители крупных феодальных родов. Микадо Муцухита отобрал у них власть и вывел страну из добровольной изоляции, длившейся более 200 лет. Всего за пару поколений Япония во многом догнала США и ведущие страны Европы. Появились и атрибуты западной демократии, но они были лишь внешним фасадом, скрывающим специфические порядки. По факту страной управлял не парламент, а кадзоку, или великие семьи, выходцы из крупных самурайских родов. Доля военной аристократии в Японии составляла около 10% от населения, выше, чем в любой стране Европы. Эти люди влияли на формирование кабинета министров и руководили процессом объединения страны. Ведь при прошлой власти Япония была раздроблена на множество княжеств с разными диалектами и даже разными законами. Новые власти решили ввести общие для всей страны порядки и создать единую нацию. Объединяющим символом нации стал император, которого и прежде японцы почитали как полубога. Считалось, что он прямой потомок богини солнца Аматерасу. Но идеологи пошли еще дальше и сотворили миф о самурайских традициях. То, что большинство из нас знает о ценностях японских воинов, было изложено в книге Хагакуры. Путь самурая – это смерть. Все мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что каждый человек пытается найти оправдание, чтобы не умереть. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие. Он поступает недостойно. Книга эта была опубликована в 1716 году, но тогда ее особо никто не читал, и уж тем более не руководствовался ею. Написанное скорее было философскими размышлениями, однако в начале 20 века и Хагакуры, и другую подобную романтизированную литературу о японской самурайской этике стали издавать огромными тиражами. Всю нацию призывали быть наследниками тех самых, никто уже не помнил каких, правда, самураев. Идеи Хагакуры, основанные на конфуцианском послушании и дзен-буддистском отказе от страха смерти, отлично прижились в стремительно развивающемся и милитаризирующемся японском обществе. Общий смысл был таким: выполняй отведенную тебе роль на максимуме своих способностей, жертвуй собой, если того требуют обстоятельства, и тогда ты проживешь безупречную и достойную жизнь. Хороший слуга – это тот, кто безоговорочно подчиняется своему господину. Можно сказать, что это идеальный слуга. А главным господином для каждого японца, разумеется, был император. В то же время экономика страны стремительно развивалась. Промышленность требовала все больше сырья.
А в Японии очень мало полезных ископаемых. Зато их много в соседних странах – в Китае и Корее. Они гораздо слабее, промышленной революции там не было. Военная верхушка предлагает начать экспансию на континент. В 1894 году началась Японо-Китайская война. Закончилась она в следующем году победой Японии. Трофеем стал Тайвань, а Корея, ранее зависимая от Пекина, перешла в японскую зону влияния. В 1905 году Япония одерживает верх в русско-японской войне. Трофеями становятся два бывших российских порта в Китае – порт Артур и Дальний, железная дорога в Маньчжурии, южная половина Сахалина и контроль над Кореей. В Первой мировой Япония занимает сторону Антанты – союза Англии, Франции и России. Участвует в локальных кампаниях на Тихом океане и в итоге забирает принадлежавшие Германии владения в Микронезии и китайский порт Циндао. К 20-м годам Япония становится солидной колониальной империей. Среди элит и в народе укоренилась убежденность – японская армия непобедима. Япония стала едва ли не единственной страной в Юго-Восточной Азии, с которой считалась Европа и Америка. В 1919 году на Парижской конференции по итогам Первой мировой японские дипломаты предложили прикрепить к уставу Лиги наций декларацию о формальном равенстве рас. Но этот ни к чему не обязывающий документ отвергли представители Австралии и Соединенных Штатов. Расизм был тогда очень распространен в политических элитах обеих этих стран. Политики не хотели изменения расового статуса кво в международных отношениях. Подобное отношение вызвало в японском обществе крайне негативную реакцию – критику Запада и подъем национализма. 10 ноября 1923 года в Японии вышел манифест императора Йосихито, на деле написанный его сыном Хирокито. Манифест призывал японцев отказаться от пагубных иностранных привычек и укреплять здоровый дух японской нации. Следует чтить истоки образования, стремиться к единству мудрости и добродетели, строго блюсти дисциплину, укреплять нравы, отвергать роскошь и распущенность, стремиться к простоте и силе, преодолевать легкомыслие и вычурность, возвращаться к искренности и умеренности. Именно так полагалось править императору, не прямыми указами, а через намеки в виде пространных деклараций и кадровых назначений. И намек был ясен. Либеральные и прозападные политики, по мнению императора, лишь губили народ и государство. Престиж Запада еще больше упал, когда в США началась Великая депрессия. Ее отголоски докатились и до Японии. А вот влияние военных на японскую политику росло. Военных, которые составляли элиту японского общества, пронизанного воинской этикой и традициями. Военных, которые своими победами, казалось, прокладывают путь Японии к могуществу. В конце 20-х японское правительство возглавил генерал Танака. Он развернул борьбу с левыми партиями, ограничил свободу слова и стал проталкивать тезис: счастливое будущее Японии невозможно без жесткой экспансионистской внешней политики. Путь к достойному месту страны на международной арене проложит армия. Что может пойти не так? Начать следовало с Китая. Там царит затяжная смута. Единое государство распалось, все враждуют со всеми. Китай можно забрать себе по частям, что укрепит экономику и создаст фундамент для строительства Тихоокеанской империи. Особенно восприимчивой к этим идеям оказалась Квантунская армия. Ее численность 100 тысяч человек, и с 1919 года она дислоцировалась на одноименном полуострове в северо-восточном Китае. Эта территория отошла Японии в результате русско-японской войны. К 1930 году командование Квантунской армии уже разработало план вторжения в Китай. Однако новый премьер-министр Японии Вакацуки о захватнической войне и слышать ничего не хотел. Тогда офицеры Квантунской армии решили сделать ее неизбежной. 18 сентября 1931 года они устроили взрыв на железной дороге близ города Мукден. Подорвали 1,5-метровый участок путей, который арендовала Япония. И тут же обвинили в произошедшем Китай.
Премьер-министр приказал войскам воздерживаться от агрессивных действий. Но в армии почитали императора, а не назначенных им министров. Вечером следующего дня японские войска захватили Мукден и пошли вглубь Китая. В стране это вызвало взрыв милитаристского энтузиазма. Вакацуки был вынужден смириться с самовольными действиями генералов и санкционировать их действия задним числом. Через полгода Квантунская армия захватила всю Маньчжурию и превратила ее в марионеточное государство Маньчжоу-го. Лига наций попыталась осудить это действие Японии, но официальный Токио в ответ попросту вышел из организации. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Молодой император Хирохита все больше соглашается со своими министрами и советниками из провоенных кругов. К концу 30-х годов Япония распрощалась с рудиментами демократии. Военные лишили парламент реальных полномочий, а правительство превратилось в военную хунту. В 1936-м токийские дипломаты подписывают антикоминтерновский пакт с Германией и Италией. Они знали, что геополитические амбиции Берлина и Рима не распространяются на восток Азии. Японцы рассчитывали, что если начнется конфликт с западными странами или СССР, фашисты и нацисты оттянут силы противников на себя. Тогда Япония сможет безраздельно хозяйничать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Немцы и итальянцы, в свою очередь, предполагали, что Япония отвлечет силы СССР и США. Летом 1937-го японцы устраивают новую приграничную провокацию – перестрелку с китайскими войсками в окрестностях Пекина. В результате стычки японские войска объявляют себя жертвой агрессии и без формального объявления войны снова вторгаются в Китай. Но мало завоевать, нужно еще контролировать завоеванное – огромную страну с гигантским населением. Поэтому японцы решили попросту запугать местных жителей. Боевые действия и захват территории постоянно переходили в массовые убийства гражданских. Самым известным случаем стала Нанкинская резня, которая началась в декабре 1937 года и продолжалась 6 недель. После взятия тогдашней китайской столицы, Нанкин, японцы принялись уничтожать военнопленных и мирных жителей. Общее количество жертв, по разным оценкам, от 40 до 200 тысяч человек. Солдаты японской армии верили, что они избранный народ Азии, а значит, им позволено все. Японские газеты без купюр освещали эпизоды вроде соревнования между двумя офицерами, поспорившими, кто первым зарубит мечом 100 китайцев. Мужчин, женщин и детей насиловали, расстреливали, обезглавливали и сжигали живьем. Жестокость японцев шокировала даже их союзников, немцев. Работавший в Нанкине бизнесмен и член нацистской партии Йон Рабе вместе с другими неравнодушными иностранцами создал в городе зону безопасности. Там часть жителей сумела пережить оккупацию. В одном из домов на узкой улице за стеной моего сада женщина была изнасилована, а затем ранена в шею штыком. Мне удалось вызвать скорую помощь, и мы отправили ее в госпиталь. Говорят, что прошлой ночью около 1000 женщин и девушек были изнасилованы. Около 100 девочек в одном только колледже Цинлин. Не слышно ничего, кроме изнасилований. Если мужья или братья вступаются, их пристреливают. Все, что ты видишь и слышишь, это жестокость и зверство японских солдат. К ноябрю 1938-го японцы установили контроль над центрально-восточной частью Китая со всеми крупнейшими городами – Пекином, Нанкином, Шанхаем, Уханем. Противостояли им две армии – коммунисты Мао Цзэдуна и силы консервативной партии Гоминьдан Чана Кайши. Они не сложили оружие, но оказались загнаны в отдаленные провинции.
Разные китайские политические силы по-прежнему не переваривали друг друга, их альянсы неизбежно распадались. И между собой китайцы воевали едва ли не ожесточеннее, чем против общего врага. Раз прибыли и по другую сторону фронта, в высшем командовании японских армий и флота. Китай уже сломлен, с кем воевать дальше? С СССР, чтобы отобрать его восточную часть вместе с Монголией, или попытаться захватить азиатские и тихоокеанские колонии европейских держав. Военная верхушка раскололась на сторонников Северного пути и Южного. Более логичным казался Северный путь. Антикоммунизм в Японии был частью официальной идеологии, а сталинский СССР в конце 30-х стал первым государством, которое оказывало реальную военную помощь Китаю. В августе 1938 года императорские войска столкнулись с Красной армией у Приморского озера Хасан. Через год произошла серия боев на реке Халкин-Гол, что разделяет Монголию и Маньчжоу-Гоу. В обоих столкновениях победа осталась за СССР, что укрепило позиции противников Северного пути в подковерной борьбе. Это не просто приграничный конфликт, это настоящая война. Мы воюем в унылой, пустынной и бесплодной местности, где на смену морозному холоду приходит адская жара, где нельзя найти ни одной капли чистой воды. Стоит только здраво поразмыслить, зачем нужно было переходить границу и вступать в это место, где не ступала нога человека. В 1940-м остатки демократии в Японии окончательно исчезли. Власти вынудили все политические партии объединиться в одну ассоциацию помощи трону. Настоящая власть, по сути, была у генералов. Они правили коллективно, периодически назначая премьер-министром приемлемую для них гражданскую фигуру. Духовным лидером нации считался император Хирохита. Девиз его правления – «Сёва», то есть «просвещенный мир». На практике же своей молчаливой поддержкой он легитимизировал власть военных и курс на большую войну. При этом большую часть времени он посвящал не политике, а своему любимому увлечению – морской биологии. У него была своя лаборатория, где он изучал водных беспозвоночных, о которых написал в итоге несколько научных статей. 13 апреля 1941 года Япония и СССР заключили пакт о нейтралитете. Обе стороны решили, что на данный момент у них есть задачи поважнее взаимного противостояния. СССР сосредоточился на Европе и свернул военную помощь китайскому сопротивлению. Большинство же японских военачальников сошлись во мнении: теплый, богатый юг с огромными запасами стратегических ресурсов гораздо привлекательнее советского Дальнего Востока. Токийский премьер Каноэ провозглашает идеологию 8 углов мира под одной крышей. Согласно ей, Япония должна выгнать из Азии белых и сплотить местные народы в единой великой восточноазиатской сфере процветания. Целями Японии становятся колонии западных стран в Юго-Восточной Азии. Американские Филиппины, британская Малайзия, тогда называлась Малайя, французский Индокитай, это современные Вьетнам, Лаос и Камбоджа, и нидерландская Индонезия, тогда Ост-Индия. Колонии западных стран должны были стать зависимыми территориями Японии, как Маньчжоу-Гоу или Корея. Принцип 8 углов становится основой японской военной пропаганды. Перенесемся в Вашингтон. Что происходило в Америке, пока Япония занималась созданием империи? В 20-е годы Минобороны США на случай возможной войны создало так называемые цветные планы. Каждый потенциальный противник получил свой цвет. Германии достался черный, Мексике зеленый, Великобритании красный. Войне с Японией был посвящен оранжевый план. В нем предполагалось, что ключевым театром военных действий будут Филиппины, протекторат США. Однако всерьез о войне с Японией никто не думал.
До конца 30-х между Токио и Вашингтоном были крепкие торговые отношения. Примерно четверть японской промышленной продукции уходила в США, а из Штатов поступала треть необходимого Японии сырья. 90% нефти в Японии была импортной, и доля США в этих поставках около 80%. Американцы считали: ладно, пускай самураи терзают Китай, но как только они позарятся на наши Филиппины или какую-то из колоний европейцев, мы сразу же перекроем им нефть. Им будет просто нечем заправлять корабли, самолеты и танки. Эту красную линию Япония пересекла осенью 1940 года во французском Индокитае. Франция к этому времени разгромлена. Французскими колониями теперь управляет марионеточный режим Виши, с которым, очевидно, можно и не особо считаться. После серии ультиматумов 22 сентября французам пришлось разрешить японцам ввести 20-тысячный армейский корпус. Вашингтон расценил произошедшее как недопустимое нарушение баланса сил в регионе. И в октябре американцы объявляют о первых санкциях. Запрет налагается на экспорт в Японию авиационного топлива и металлолома. Это можно расценивать как предупреждение. Нефтяное эмбарго пока что вводить не стали. Многие японские политики, включая премьер-министра Коноэ, напряглись. Так ли им нужна схватка с Америкой? Готова ли к ней Япония? А вдруг империя сможет отстоять свою сферу интересов путем дипломатии? Начались напряженные переговоры, растянувшиеся почти на год. Требования США были сравнительно мягкими. Прекращение завоеваний, отказ от территорий, занятых после 1937 года, и вывод войск из Китая. Захваченные ранее Корею, Тайвань и Манчжоу-го японцы могли оставить себе. Как на это отреагировали в Японии? Резко отрицательно. Остановка экспансии для правительства в Токио была неприемлемой. И в начале июля 1941 года Япония обостряет ситуацию. Императорские войска оккупировали весь французский Индокитай. США в ответ объявляют о полной заморозке всех японских банковских активов и жестком торговом эмбарго, включая поставки нефти. Американцы рассчитывали, что санкции усмирят японцев, но получилось наоборот. После прекращения поставок нефти японские военные поняли – войны с США не избежать. Да, без нефти не получится долго расширять влияние Японии и даже удерживать завоеванное. Каждый день это минус 12 тысяч тонн нефти. По расчетам японского правительства, запасов для флота хватит на 2 года. Значит, надо захватить богатую нефтью Индонезию и заставить США с этим захватом согласиться. Полного согласия внутри японского правительства не было. Император Хирохито был всерьез обеспокоен исходом столкновения с Америкой и на оптимистичные заверения генералов отвечал, что вы обещали, что захватите Китай за 3 месяца, а он сопротивляется уже 4 года. Премьер-министр Коноэ изо всех сил пытался уговорить генералов согласиться с требованиями США и вывести войска из Китая. Но к осени военным все-таки удалось рассеять сомнения Хирохито, которому, судя по всему, очень не хотелось идти навстречу США и отказываться от имперских амбиций. Оставался только Коноэ, но эта проблема решилась сама собой. 16 октября премьер-министр вынужден был подать в отставку. Днем ранее был арестован его ближайший помощник Хацуми Адзаки. Выяснилось, что он уже 8 лет является агентом и главным информатором пресс-секретаря немецкого посольства и советского шпиона Рихарда Зорге. Мать Зорге была русской, а отец немецким инженером, который в конце 19 века работал в Российской империи, в Баку, где Зорге и родился. Позже семья вернулась в Германию. В 1914-м Зорге добровольно отправился на фронт Первой мировой. Чудом там не погиб, стал инвалидом и увидел страдания тысяч людей. Став в результате убежденным коммунистом, в 1924 году Зорге переехал в СССР, получил гражданство, вступил в партию и начал сотрудничать с разведкой, которая в 1933 году отправила его в Токио. В Японии Зорге стал работать корреспондентом немецких газет, оброс множеством знакомств и стал собирать для СССР ценные сведения военно-политического характера.
Ему помогали японские коммунисты, его информаторы. Адзаки был одним из них. Еще более ценным агентом Зорге стал в конце 30-х, когда его хороший знакомый, военный атташе Ойген Отт, был назначен в Японии немецким послом. Зорге стал его пресс-секретарем и так получил доступ к секретным документам. Именно от Зорге в сентябре 1941 года в СССР поступила информация. Япония не планирует нападать на советский Дальний Восток, а значит, советское командование может использовать сибирские и дальневосточные дивизии для обороны Москвы. Это сообщение стало для Зорге последним. Японцы арестуют его вслед за Адзаки, а спустя 3 года повесят. Как и Адзаки, который стал единственным японцем, казненным за измену во время войны. После шпионского скандала и отставки Коноэ император назначил премьер-министром генерала Тодзио, одного из главных сторонников войны с США. К зиме Япония накопила на Тихом океане силы, сопоставимые с силами США, Нидерландов, Великобритании и Австралии. Во многом они даже превосходили своих противников. У японцев было 8 авианосцев, у США на Тихом океане всего 3. Японские линкоры и крейсеры по качеству и мощи выигрывали в сравнении с американскими. Японские торпеды тип 93, известные как «длинное копье», были самыми дальнобойными и скоростными в мире. На вооружении императорской армии и флота стояло на несколько сотен больше самолетов. Легкий палубный истребитель Mitsubishi A6M, более известный под названием Zero, лучший в мире на тот момент. Он маневреннее американских Wildcat'ов, вооружен не пулеметами, а 20-миллиметровыми пушками. Дальность полета у него выше в 1,5 раза. У летчиков японских ВВС большой боевой опыт, полученный в Китае. Японцы делают ставку на быстрый захват Филиппин, Индонезии и Малайзии. Если США решатся ответить, в чем мало кто сомневался, то окажутся втянутыми в долгую и кровавую войну с огромными потерями. По мнению японских генералов, мягкотелая американская демократия к ним не готова. Вашингтону в результате придется пойти на компромисс и признать завоевание Японии. 2 лет, на которые хватит запасов нефти, будет достаточно. У этого плана были противники. Главным среди них был адмирал Ямамото, главнокомандующий флотом. Он учился в Гарварде, хорошо представлял себе индустриальную мощь США и не верил в победу Японии в случае долгосрочной войны. Раньше он точно так же возражал против ввода войск в Китай и создания антикоминтерновского пакта с Германией и Италией. Высшее начальство его не любило, но считало выдающимся стратегом и было уверено в его лояльности. И не напрасно. Получив приказ, Ямамото не стал возражать и разработал план кампании, дающий Японии шансы на победу. В основе этого плана мгновенный захват инициативы, мощный удар по Тихоокеанскому флоту США, после которого тот на долгое время выйдет из игры и не сможет прийти на помощь Тихоокеанским колониям. Иными словами, морской блицкриг. Даже более действенный, чем его сухопутный немецкий вариант, из-за абсолютной неожиданности первого удара. До создания спутников еще целая вечность, а без них никакая разведка не сможет обнаружить соблюдающие режим радиомолчания вражеские корабли, пока они не окажутся в зоне действия патрульных самолетов, чей радиус действия до 1500 километров. Но охватить огромные океанские пространства ограниченным количеством патрулей невозможно физически. Тихоокеанская кампания прежде всего морская война. Она не похожа на сухопутную. Спрятать эскадру на бесконечных океанских просторах гораздо проще, чем танковую дивизию, которая перемещается из тыла на фронт с помощью предсказуемой транспортной инфраструктуры. Огромный флот противника может возникнуть из ниоткуда, практически в любой точке океана. Заранее узнать о его появлении можно только с помощью невероятного везения. Так что Ямамото был уверен в успехе своей операции. И американцам не повезло. Ничто не остановит меня в течение первых 6 месяцев или даже целого года. Но за дальнейшее я поручиться не могу.
План Ямамото получил одобрение Генерального штаба. И 7 декабря ударный кулак японского флота подошел к Пёрл-Харбору. Американцы ждали японцев на Филиппинах, уверенные в актуальности штабных планов, составленных еще в 20-е годы, в предыдущую военную эпоху. Когда военно-морской министр США Франклин Нокс получил известие о нападении на Пёрл-Харбор, он воскликнул: «Это неправда! Должно же быть нападение на Филиппины!» На следующий же день после атаки на Пёрл-Харбор японская армия приступает ко второй части плана. Ранним утром 8 декабря начинается высадка в Малайзии, которую контролировали англичане. Там добывалось олово и нефть. К тому же Малайзия была крупнейшим в мире производителем природного каучука. Против японского флота выдвигаются британский линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Репалс». В тот же день японцы наносят мощный удар по аэродромам на Филиппинах. В ходе всего лишь одного налета было уничтожено около сотни из 300 американских самолетов. Затем японский десант высаживается на Филиппинах и 2 января входит в столицу Манилу. Американская армия во главе с генералом МакАртуром заперта на острове Корихидор и полуострове Батаан. 10 декабря в Сиамском заливе происходит атака на «Принц Уэльский» и «Репалс», которые вышли в море без авиационного сопровождения. Оба корабля, примерно с 3000 моряков на борту, становятся легкой добычей японских бомбардировщиков. Гибель огромного, сверхсовременного принца Уэльского – катастрофа для британцев. Этот корабль был гордостью и главной надеждой Королевского флота. I named this ship Prince of Wales. May God guide her and guard and keep all who sail in her. В начале Второй мировой он успел поучаствовать в охоте за легендарным немецким линкором «Бисмарк». А теперь беспомощно пошел ко дну, будто это какая-то захудалая баржа. So that Britain may face the world secure in her strength. В начале февраля японцы высаживаются на Сингапуре. 19 февраля японская авиация бомбит австралийский город Дарвин. 10 марта капитулируют союзные войска в Индонезии. Теперь в руках японцев крупнейшие нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы на Суматре, Борнео и Яве. На Филиппинах японцы загоняют американскую армию в джунгли. 7 апреля войска США покидают Филиппины. К 1 мая японцы захватывают Бирму и утверждают свое господство в Юго-Восточной Азии. План Ямамото сработал. Всего за несколько месяцев Япония получила все, что хотела, и даже больше. Индокитай, Бирму, Индонезию, Филиппины, нефть, резину, металлы, продовольствие и свободу действий в Китае. За все это время японцы потеряли всего 3 эсминца. В основе их успеха тактика Ямамото, который всюду, где может, применял авианосные ударные соединения. В результате флот союзников понес серьезные потери. 2 линкора, 5 крейсеров, 14 эсминцев и 4 подлодки. Половина боевой мощи американцев лежала на дне. И в первую очередь они сосредоточились на том, чтобы не потерять еще больше. Уцелевшие корабли ушли в море, где их было трудно обнаружить. Авианосцам разрешали заходить в Пёрл-Харбор только по одному для пополнения запасов. Тихоокеанский флот возглавил адмирал Честер Нимец. Во флоте его очень любили за скромность, благородное отношение к подчиненным, хладнокровие и решительность. Еще молодым офицером он получил серебряную медаль за спасение жизни после того, как вытащил из ледяной воды тонущего кочегара. Став адмиралом и командующим Тихоокеанского флота, Нимец с такой же решительностью бросился спасать его положение.
Но даже под его командованием в начале 42-го американцы могли лишь обороняться и контратаковать, совершая рейды на японские военные базы на островах. Америке повезло, что во время атаки на Пёрл-Харбор авианосцы «Энтерпрайз» и «Лексингтон» оказались не в гавани и уцелели. Но их было мало, чтобы остановить японскую экспансию. Правительство мобилизовало судостроительную авиационную промышленность. Сотни тысяч новобранцев проходили обучение в армии. На Гавайи поступали новые истребители и бомбардировщики, эсминцы и крейсеры, радары и системы ПВО. Ремонтировались линкоры. На Тихий океан из Атлантики через Панамский канал перевели авианосцы «Йорктаун» и «Хорнет». Мы сейчас как раз находимся на палубе авианосца «Хорнет». Это корабль «Тезка». Старый «Хорнет» погиб в 1942 году. Этот был построен в 1943 и воевал до конца войны. Пока США копили силы в регионе, японцы занимались перевоспитанием людей на завоеванных территориях. Большинство жителей захваченных территорий спокойно восприняли приход новой власти. Политически активная часть местных сообществ, за исключением разве что коммунистов, всерьез надеялась, что японцы принесут освобождение от белого колониализма. Политики считали, что с японцами можно договориться и добиться реальной независимости. Однако сами японцы рассматривали новые земли лишь как ресурсную базу. Из местных же жителей, как говорили японские пропагандисты, предстояло сделать людей заново, то есть японизировать и внушить преданность империи. Местных жителей использовали как принудительно набранных чернорабочих. Работали они в том числе и на других оккупированных территориях, возводили казармы, строили железные дороги. По послевоенным подсчетам США, смертность среди них могла достигать 80%. Горькая участь также сдала и тех девушек из захваченных стран, которых оккупанты считали слишком привлекательными для физического труда. Их вынуждали работать на так называемых станциях утешения, военно-полевых борделях, сеть которых опутала всю восточноазиатскую сферу процветания. Японцы принудили к проституции по меньшей мере десятки тысяч женщин, точное число неизвестно. В новых хозяевах вскоре разочаровались даже те, кто сперва приветствовал их приход. У японцев была только одна цель – японский интерес. Для всех стран Восточной Азии они приготовили одну судьбу – стать множеством Маньчжоу-Гоу или Кореи, навсегда связанных с Японией. Самые кошмарные вещи в Японской империи творились в Маньчжоу-Го. С 30-х годов там действовало несколько секретных подразделений под названиями вроде «Отряд 100» или «Отряд 731» или «Отряд 1644». Они разрабатывали химическое и биологическое оружие, проводя эксперименты на живых людях, как правило, на пленных китайцах. Испытывали на них бомбы, без наркоза ампутировали конечности, вырезали внутренние органы, заражали людей вирусами и венерическими инфекциями. Считается, что только один из таких отрядов, самый известный, отряд 731, уничтожил от 200 до 300 тысяч человек. Американских и европейских солдат в японском плену тоже не ожидал ничего хорошего. По подсчетам современных историков, вероятность граждан США умереть в плену у немцев составляла 1%, в то время как у японцев около 40%. И дело не только в нечеловеческих условиях содержания. Нередко императорские военные на месте расправлялись с бойцами противника. Так было, например, при захвате Филиппин. Тогда японцы устроили марш смерти. Десятки тысяч филиппинских и американских солдат вынуждены были идти под джунглям 97 километров от места капитуляции до лагерей. Тех, кто не справлялся с дорогой, убивали на месте. Погибло до 19 тысяч человек. Эта акция была лишь одной из многих. В 1942 году очередным пунктом победного марша Японии должна была стать Меланезия. Каждый из ее крупных островов – Новая Гвинея, Новая Каледония, Вануату, Фиджи – предполагалось превратить в военную крепость, в результате чего Австралия оказалась бы почти отрезанной от Соединенных Штатов.
те лишились бы важнейшего союзника в регионе. Но здесь японцы споткнулись. В мае 42-го в Коралловом море состоялась первая в истории битва авианосцев. Японский объединенный флот впервые в этой войне не смог одержать однозначную победу и отступил. Без поддержки авиации высадка десанта в новогвинейской столице Порт Морсби оказалась невозможна. Целиком завладеть Новой Гвинеей не вышло. Экспансия японцев в Меланезию оказалась под вопросом. Ямамото понял, его первоначальные опасения начинают подтверждаться. У японцев пока еще сохраняется подавляющее преимущество – 11 авианосцев против 4. Но американцы оправились от первого удара и продолжают накапливать силы. По расчетам Ямамото, через 1,5-2 года превосходство окажется у противника, поэтому нужно нанести ему решающее поражение как можно раньше и вынудить Вашингтон пойти на переговоры. Ямамото разрабатывает новый план – захватить авиабазу противника на острове Мидуэй, недалеко от Перл-Харбор. Американцы, естественно, бросятся на помощь, выведут флот, и тогда основные японские силы его уничтожат. План был очень амбициозен и рискованен. Для достижения успеха надо было сосредоточить в одном месте максимальные силы. Если что пойдет не так, будет страшный разгром. Пока начальство Ямамото раздумывало и колебалось, американцы неожиданно атаковали Токио. Это считалось невозможным. Обычные бомбардировщики с американских баз до Японии не долетали слишком далеко. А авианосцам для атаки с помощью палубной авиации пришлось бы подойти вплотную к Японии, что было слишком опасно. Американские военные нашли неожиданное решение. Приспособили фронтовые бомбардировщики к взлету с авианосцев. Что сделать крайне сложно. В обычных условиях им нужна взлетная полоса значительно длиннее. 18 апреля 1942 года эскадрилья из 16 средних бомбардировщиков Б-25 под командой подполковника Джеймса Дулиттла взлетает с авианосца «Хорнет», предшественника того, на котором мы сейчас находимся. И отбомбилась по японской столице, поразив машиностроительные заводы, верфь и топливные склады. После чего самолеты ушли в сторону неподконтрольной Японии территории Китая, но топлива для благополучного приземления им не хватило. 4 самолета разбились при посадке. Другие участники рейда вынуждены были катапультироваться. Многие из них и более или менее благополучно доберутся домой и продолжат воевать. 8 не повезет. Они попали в плен к японцам. 3 из них расстреляют. Благополучно приземлился только один Б-25, но не в Китае, а во Владивостоке. Там экипаж капитана Йорка был интернирован, а самолет конфискован. Формально СССР сохранял по отношению к Японии нейтралитет и не мог выступать как союзник США. Однако вскоре Йорку и его товарищам позволили через Персию покинуть СССР, хотя формально дело обставили так, будто американские летчики сбежали сами. Особого военного значения у операции не было, да и быть не могло. На одной фабрике в результате бомбежки возник пожар, погибло 50 рабочих. Но это весь эффект. Рейд Дулиттла был осуществлен скорее для поднятия американского духа, пострадавшего после атаки на Перл-Харбор и бесконечных отступлений первых месяцев войны. Психологический эффект оказался действительно огромным. Не столько для американцев, сколько для японцев. Токио и император оказались в опасности. Это было настоящее национальное унижение. Рубеж обороны необходимо отодвинуть как можно дальше. У американских самолетов не должно быть возможности наносить удары в самое сердце Японской империи. Это и позволил сделать план Ямамото по атаке на Мидуэй в случае его успеха. И план немедленно утвердили. Операция была назначена на 7 июня. Ямамото собрал почти весь флот и лучшие подразделения пехоты. В конце мая они группами стали выдвигаться на Мидуэй. Как и при планировании атаки на Перл-Харбор, Ямамото сделал ставку на эффект внезапности.
Но на этот раз он ошибся. Адмирал Честер Нимец о планах японцев знал. В начале 1942 года американские разведчики взломали японский секретный код. Из расшифрованных сообщений стало ясно, что готовится мощное нападение на некий объект АФ. Но что это за объект, было непонятно. По всему похоже, что Мидуэй, но уверенности в этом нет. Тогда американцы затеяли радиоигру, отправили незащищенную радиограмму. На Мидуэе будто бы вышел из строя опреснитель воды. Вскоре они перехватили японское сообщение. На АФ проблемы с водой. И стало все ясно. Поэтому, когда к Мидуэю приблизилось ударное соединение адмирала Нагума, его там ждали. 16-е и 17-е оперативные соединения флота США притаились севернее острова. Самолеты-разведчики искали японцев в море. 3 июня они засекли их в 500 милях от авиабазы. Японцы же воздушной разведкой пренебрегли, провели ее недостаточно тщательно и недостаточными силами. В результате все пошло не по плану. Утром 4 июня 108 японских самолетов атакуют аэродром, рассчитывая уничтожить американские машины. Но их там нет, они уже в воздухе. Часть из них вступает в воздушный бой, остальные атакуют японские корабли. Первые атаки японцам удается отбить, но это небольшое утешение. Становится ясно, эффекта внезапности не получилось. Вскоре разведчики доносят, обнаружены вражеские корабли. Командующий налетом на остров капитан Таманага поворачивает эскадрильей обратно на авианосцы. Перед адмиралом Нагума встает тяжелый выбор. У него 4 авианосца и больше 200 самолетов. У американцев 3 авианосца и авиация атолла Мидуэй, более 250 машин. На авианосцах Нагумо как раз готовится к вылету вторая волна самолетов, вооруженных бомбами для атаки авиабазы. Их можно отправить атаковать американские корабли, но тогда нужно перевооружить их торпедами и обеспечить им прикрытие. Нагума решает не рисковать, дать сначала сесть и заправиться самолетом первой волны, а затем нанести мощный удар всеми силами. Многие потом назовут это решение ключевой ошибкой, определившей исход битвы. Но в разгар сражения никто не мог предугадать последствий. В той битве авианосцев удача решала исход не меньше, чем решение офицера. Пока одни японские самолеты садятся, а другие в спешке готовятся к вылету, американские торпедоносцы Devastator атакуют корабли Нагума. Это устаревшие тихоходные самолеты. Их атаки практически безрезультатны. Они гибнут один за одним. 37 машин из 47 сбиты японскими ПВО и истребителями. Это катастрофа. Но всего через несколько минут она приведет к неожиданному повороту не только в сражении, но и, возможно, вообще во всей войне. За 17 минут до трагической атаки торпедоносцев эскадрилья из 33 пикирующих бомбардировщиков с авианосца Enterprise кружит над предполагаемым местом сосредоточения японского флота. Разведданные подвели, кораблей нет, топлива на исходе. Командующий эскадрильей, лейтенант-коммодор, то есть капитан второго ранга, Клэренс Макласки, должен принять решение – возвращаться на дозаправку или рискнуть и попытаться обнаружить японцев самостоятельно. Макласки решается на второе, авось повезет. Позже адмирал Нимец назовет это важнейшим решением всего сражения. Эскадрилья Макласки наугад полетела на северо-запад и вскоре наткнулась на японские корабли. Буквально через несколько секунд после появления над ними торпедоносцев. Идеально скоординированная атака, которая получилась по чистой случайности. Истребители Zero вовсю увлеклись уничтожением торпедоносцев и новую угрозу просто не заметили. Выпрыгнув из облаков, американские бомбардировщики обрушились на вражеские авианосцы. В момент атаки на палубах авианосцев стояли подготовленные к вылету, снаряженные тяжелыми бомбами и торпедами самолеты. Пожары вызвали детонацию боеприпасов. 3 из 4 главных японских авианосцев пошли ко дну. 2000 моряков и летчиков погибли.
После этого в распоряжении Нагума остался только один ударный авианосец – Кирю. Его 18 бомбардировщиков и 10 торпедоносцев дважды атаковали американский авианосец Йорктаун и в конце концов смогли таки его поразить. Йорктаун отчаянно пытались спасти, но через сутки он пойдет ко дну. Позже, около 5 часов вечера, американские бомбардировщики атакуют Кирю. В него попадут 4 бомбы. Команда попытается потушить пожар на корабле, но безрезультатно. Ночью экипаж эвакуируется. Командир корабля Томео Како остается на Кирю и уходит на дно вместе с авианосцем. Ямамото вынужден отменить высадку десанта на Мидуэй. Японский флот уходит, потеряв сотни умелых летчиков, 4 лучших авианосца, 256 самолетов. Восполнить такие потери было нечем. Сражение за атолл Мидуэй называют японским Сталинградом. После него Япония переходит к обороне. Инициатива окончательно переходит к Соединенным Штатам. В августе 1942-го происходит еще одно сражение, теперь на суше. Его ареной становится Гуадалканал, один из Соломоновых островов в Меланезии. Гуадалканал был захвачен японцами еще в начале года и имел колоссальное значение. Контролируя его, японцы снабжали свою группировку на Новой Гвинее, обеспечивали безопасность морских путей и создавали угрозу линиям снабжения союзников в регионе. Прежде всего, австралийским конвоем. В сражении за Гуадалканал участвуют почти 100 тысяч человек. Долгое время здесь идут позиционные бои. За каждый холм и ручеек. Климат изнуряющий, источников питьевой воды мало. Еще несколько шагов, и перед нами совершенно неожиданно появилась река, спокойно несущая свои воды к морю. Не обращая внимания на предостерегающие окрики, мы бросились к воде. Мы стали одной вопящей, плещущейся, фыркающей массой, и даже лейтенант принял участие в этом вопиющем нарушении воинской дисциплины. Должно быть, мы являли собой зрелище исключительно приятное глазу любого японца. Они явно упустили свой шанс организовать массовую бойню. Периодически в сражение вступает флот. Моряки обеих сторон высаживают подкрепления, обстреливают вражеские позиции, прикрывают высадку пехоты. Битва затягивается на месяц. В ноябре американские и японские эскадры сталкиваются друг с другом посреди ночи. В темноте военные не могут разобрать, где свои, а где чужие. Артиллерия обеих сторон обстреливает свои же корабли. Эсминцы выпускают ракеты по собственным крейсерам. И у командующего японской эскадрой Хирооки Абе не выдерживают нервы. Он приказывает отступать. Позже станет ясно. В ту ночь американский флот понес несравнимо большие потери. Из-за чрезмерной осторожности Абе тактический проигрыш США оборачивается их стратегической победой. Теперь США могут беспрепятственно снабжать свою группировку на Гуадалканале. В феврале 1943-го остров переходит под полный контроль союзников. Теперь американцы контролируют большую часть островов Меланезии. Австралийцы шаг за шагом отвоевывают Новую Гвинею. Время больших побед для Японской империи закончилось. Закончился и период, когда японцы технически превосходили Европу и США в авиации. В первые месяцы войны истребители Zero наводили ужас на союзников. У тех не было машин для боя со столь скоростными и маневренными самолетами. Но в 1942 году путем проб и ошибок американцы разработали метод борьбы с Zero, так называемые узоры Теча, по имени летчика, который придумал этот способ. Американские пилоты летели параллельно друг к другу, и если враг пристраивался к хвосту одного из них, ловили его в капкан. Один напарник служил приманкой, второй расстреливал противника в лоб. К 1943 году узоры Тэтча уже не нужны. В ВВС США поступают новые современные самолеты, с которыми Zero конкурировать не могут. Grumman Hellcat, Chancevоут
Corsair и P-38 Lightning. Zero устарел, и заменить его японцам нечем. Происходит именно то, чего изначально опасался адмирал Ямамото. В длительной войне Японии оказалось нечего противопоставить технологической и индустриальной мощи Соединенных Штатов. Но сам Ямамото уже не смог удостовериться в справедливости своих предсказаний. 18 марта 1943 года американские летчики проводят операцию под названием «Месть». Узнав маршрут адмирала Ямамото, они сбивают его самолет. Ямамото погибает. Достойных преемников у него в Объединенном флоте нет. Воодушевленные победой на Гвадалканале, начальник штаба армии США Джордж Маршалл и главнокомандующий флота Эрнест Кинг предлагают Рузвельту перейти к масштабным десантным операциям на Тихом океане. Оба советуют президенту отказаться от принципа «Германия в первую очередь» и сосредоточиться на Японии. Но Рузвельт отказывается. Для него по-прежнему приоритет операции в Средиземном море, высадка союзников на Сицилии и в Италии. Крупные наступления в Океании американцы отложили до конца 43-го. К этому времени командующий сухопутными силами США генерал Дуглас МакАртур разработал стратегию так называемых лягушачьих прыжков, точечных ударов по отдельным стратегически важным островам. Захватили один остров, создали там базу, подготовили нападение на следующий и так далее до самой Японии. Менее важные базы можно было обходить и оставлять в тылу без подвоза боеприпасов и продовольствия, им ничего не оставится, кроме капитуляции. Звучит разумно, но МакАртур недооценил способность японцев к сопротивлению даже в безнадежной ситуации. Например, на основательно блокированной Новой Гвинеи остатки японских войск будут держаться вплоть до лета 1945 года и периодически переходить даже в контратаки. Кое-где продовольствия не хватало настолько, что японские солдаты прибегали к каннибализму, но не сдавались. Японцев с детства учили, что нет выше доблести, чем погибнуть за империю, а сдача в плен хуже смерти. Как это выглядит на практике, американцы поняли, когда в ноябре 43-го наконец приступили к массированному наступлению на Тихом океане. Главной целью американцев были Филиппины. Но чтобы к ним приблизиться, нужно было сначала захватить Марианские острова. А перед этим, в свою очередь, следовало уничтожить японскую военно-воздушную базу на маленьком атолле Тарава. Базирующимся там самолеты угрожали линиям снабжения. Японский гарнизон на Тараве был небольшим – 4500 человек, и особых проблем при штурме никто не ожидал. Поэтому американское командование решило заснять атаку на пленку и сделать духоподъемный документальный фильм для тружеников тыла. С этой целью на Тараву приезжает военный кинооператор, штаб-сержант Норман Хатч. Он и его помощник, рядовой Билл Каллахер, в течение всей высадки находятся в гуще событий. Помимо 70 килограмм оборудования, они тащат на себе положенное морпехам снаряжение и наравне с остальными участвуют в бою. Кто-то сказал: «Вот идут япошки». Я повернулся и в видоискателе увидел японцев, выбегающих из своего укрепления. Их было около 3 отделений, и мы уничтожили их всех. И это, пожалуй, были лучшие кадры, что я отснял, ведь, насколько мне известно, то был единственный случай за всю войну, когда на пленку удалось запечатлеть сразу обе стороны непосредственно в бою. Операция под кодовым названием «Гальваник» прошла не по плану. Уровень воды в лагуне был слишком низким. Часть американских машин-амфибий и десантных катеров застряла на рифе. Некоторым морпехам приходится брести сотни метров по шею в воде, чтобы достичь берега. Там их встречает шквальный огонь неприятеля. Пляж у врага приходится отвоевывать по сантиметрам. К концу первого дня американцам удается продвинуться вглубь острова меньше, чем на 300 метров. В
первый же день весь японский штаб был уничтожен шальным снарядом. Японские подразделения лишились командования, но это не мешает им продолжать ожесточенное сопротивление. На острове обустроили сотни укрепленных пулеметных точек и 1,5 десятка бетонных дотов, связанных между собой множеством траншей и подземных бункеров. Ценой огромных потерь наступающим удается закрепиться на острове и переправить туда тяжелую технику. Исход схватки становится очевиден, но японцы держатся еще 4 дня. На 5-й день битвы, когда гарнизон почти уничтожен, немногие выжившие бросаются в самоубийственную атаку с мечами наголо и с криками «Тенно Хейка Банзай! 10 тысяч лет жизни великому императору!». Из 4500 защитников острова в плен сдались 16 солдат и 1 офицер. Остальные предпочли погибнуть. Потери американцев убитыми и ранеными 3500. И это была битва всего лишь за клочок суши размером со средний московский парк, за многие тысячи километров от Японии. В снятой Хатчем и Каллахером короткометражке с морпехами на Тараве трупов в американской форме оказалось не сильно меньше, чем трупов противника. Одобрять широкий показ такого фильма пришлось лично президенту Рузвельту. Он решился на это после долгих размышлений и консультаций с советниками. Сомнения оказались напрасными. Зрители встретили фильм на ура. Он получил «Оскар», а продажи военных облигаций после премьеры резко выросли. Правдивый рассказ об ужасах войны оказался куда действеннее пропагандистских образов. Получив горький опыт на Тараве, американцы начинают действовать осторожнее. Их потери уменьшаются, но времени на военные действия уходит гораздо больше. Зачистка соседних с Таравой Маршалловых островов растягивается до февраля 1944 года. К лету 1944 года Япония потеряла всю Меланезию и часть Микронезии. Чтобы остановить врага и вернуть инициативу, японцам нужен успешный контрудар. Логика войны и разведка подсказывают: следующая цель США – Марианские острова, откуда их флот и авиация будут угрожать Филиппинам и самой Японии. Новый командующий Объединенным флотом адмирал Суэму Тойода сильно уступает Ямамото в стратегическом мышлении. Он не визионер, а просто хороший профессионал, и этого вполне достаточно для подготовки надежного плана обороны. Когда американцы подойдут к архипелагу и увязнут в тяжелых боях, по их флоту и десанту с другой стороны ударит эскадра адмирала Адзавы, 9 авианосцев и 450 самолетов. Больше, чем было при нападении на Перл-Харбор. Противостоит Тойоде командующий 5-м флотом США Реймонд Спрюенс, адмирал, известный своей исключительной невозмутимостью. Поговаривают, что однажды к нему с рапортом прибежал перепуганный офицер. «Сэр, мы только что по ошибке сбросили за борт глубинную бомбу». «Ну тогда встаньте ее и верните на место», — ответил начальник. Спрюенс был уверен в своих силах. Американцы превосходили противника и количественно, и качественно. У них лучше работали разведка и радиоперехват. – 11 июня авиация США начинает бомбить японские силы на Марианском архипелаге. 15 июня на первый из намеченных островов, Сайпан, начинается высадка десанта. Но главное происходит в воздухе. В завязавшихся боях американские самолеты демонстрируют абсолютное превосходство. Новые истребители Grumman Hellcat быстрее Zero, их больше, и их пилоты хорошо обучены. Я был полностью уверен в своей способности уничтожить Грумман,
Но по какой-то непонятной причине он не упал, даже после того, как я выпустил в него 500-600 пуль. Я максимально сблизился с Груманом еще немного, и я смог бы коснуться его рукой. К моему удивлению, его руль направления и хвост превратились в лоскуты и выглядели как дырявая тряпка. Зеро, получивший так много пуль, превратился бы в огненный шар. Американцы, в отличие от противников, сумели наладить не только производство новых самолетов, но и эффективную подготовку летчиков для замены выбывших из строя. Они громят базирующиеся на островах самолеты первого воздушного флота Японии. Превосходство ВВС США столь очевидно, что американские летчики назовут битву Марианской охоты на индюшек. Когда 19 июня к Марианским островам, согласно плану, подходит адмирал Адзава, оказалось, что Спрюенс отнюдь не увяз в обороне, как предполагали японцы. Он уже расправился с авиацией архипелага и был готов встретить врага. Его разведка обнаруживает движение японских авианосцев. Самолеты поднимаются в воздух и обнаруживают перед собой огромную флотилию, более 70 подлодок и кораблей. Адзава организует 4 волны воздушных атак с палуб авианосцев. В бой отправлены все его самолеты. Но им не удается потопить ни единого американского корабля. Зенитчики и пилоты истребителей отбивают все атаки, уничтожив десятки машин. Пока сражение в воздухе продолжается, к японскому флоту подходят американские подлодки. Удачно пущенная торпеда вызывает пожар на флагмане Адзавы, авианосца Тайхо. Адмиралу и большей части экипажа удается спастись, но сверхсовременный Тайхо идет ко дну. В тот же день экипаж подлодки топит второй японский авианосец Сёкаку, когда-то участвовавший в атаке на Перл-Харбор. На следующий день истребители уничтожают 2 японских нефтяных танкера и еще один авианосец, а также серьезно повреждают 6 кораблей. Двухдневное сражение у Марианских островов заканчивается полным разгромом японцев, потерей 3 авианосцев и свыше 500 самолетов. Однако военно-политическая верхушка Японии еще не готова признать, что поражение в этой войне неминуемо. Ответственным за неудачи на фронте признают премьера Тодзио. Он уходит в отставку. Новое правительство формирует бывший генерал-губернатор Кореи Куняки Коэсу. Он разделяет представление военной верхушки о мягкотелости американской демократии, которая, мол, не выдержит долгой кровопролитной борьбы и в результате все-таки пойдет на переговоры. В таком случае можно будет сохранить для империи хотя бы часть ее завоеваний – Тайвань, Корею и, может быть, даже часть Китая. Япония продолжает отчаянно сопротивляться. Целый месяц американцы штурмовали все тот же остров Сайпан. Одними убитыми США потеряли там около 5000 человек, а Япония свыше 25 тысяч. 900 человек оказались в плену только благодаря красноречию капрала морской пехоты Гая Габблдона. Он вырос в семье этнических японцев и превосходно знал их язык и культуру. Гай уговаривал противника сдаться в плен и от товарищей получил прозвище «Сайпанский крысолов». На пленных 900 человек пришлось 1000 солдат с офицерами, которые предпочли ритуальное самоубийство плену. Что хуже, японские военные принуждали к тому же гражданских, живущих на Сайпане. Из 25 тысяч мирных японцев битву не пережили около 6 тысяч. Многие погибли от американских бомбежек и артобстрелов, другие покончили с собой или были убиты японскими солдатами. Такое было почти на всех островах, где высаживался враг. На Гуаме, на Тиньяне, на Ангауре, на Пелелиу.
На последнем защитнике были со всех сторон окружены американцами. У них не было ни шанса выстоять. Но командовавший обороной решил нанести врагу максимальные потери. Он запрещает своим людям бессмысленные банзай-атаки. Приказывает заманить противника вглубь острова и открывать огонь тогда, когда появляется возможность убить побольше вражеских солдат. Японские снайперы бьют по американским санитарам. Штурмовые группы избегают боев днем и нападают по ночам. Бои на Пеле-Лиу растягиваются больше, чем на 2 месяца и оборачиваются для США огромными потерями. Свыше 10 тысяч человек убитыми и ранеными. Японцы же потеряли весь 11-тысячный гарнизон, включая совершившего сеппуку командира. Но потери, к удивлению японцев, не снижают боевой дух американцев. Японское командование понимает, одного лишь сопротивления армии на суше недостаточно. Нужно найти способ борьбы с американским флотом. Однако лучшие авианосцы потеряны, опытных летчиков осталось мало, а самолеты устарели. Зато можно использовать готовность японцев к самопожертвованию. Так появились летчики-камикадзе. Идею транслировать и на авиацию, классический для японских военных принцип презрения к смерти, предложил капитан японской военно-морской авиации Монтахару Акамура. Из пилотов-добровольцев полагалось формировать отряды смертников. В историю они вошли как камикадзе, божественный ветер по названию полулегендарного тайфуна в далеком Средневековье, уничтожившего отправившиеся на захват Японии монгольские эскадры. Летчиков камикадзе не учили вести воздушные бои, маневрировать и садиться на палубу. Все эти сложные навыки, овладение которыми занимало месяцы, а то и годы, им не требовались. Несколько недель, чтобы научить человека взлетать и пикировать на цель, и камикадзе готов. Недостатков в добровольцах для участия в самоубийственных миссиях нет. Это считается великой доблестью и соответствует тому самурайскому духу, который десятилетиями воспитывали в японцах. Летчиков камикадзе прославляют и фотографируют перед последним полетом. На них повязки с японским флагом и надписями вроде «Смерть за императора». Подражая средневековым воинам камикадзе, они нередко пишут предсмертные стихи «Дзисей», что означает «песня смерти». Шарфом, связанным матерью, что обвил мою шею, сын, что скоро умрет, счастлив. В камикадзе идет фанатичная молодежь. Личный пример подают и офицеры. Самый старший из них – вице-адмирал Матоме Угаки, командующий 5-м воздушным флотом ВМФ. Вооружившись церемониальным мечом, он отправился в самоубийственный полет в последние дни войны сразу после речи Микадо о капитуляции. Самолет врезался в воду. Адмирал и другие летчики погибли, не причинив никакого вреда врагу. Но в целом камикадзе весьма успешно справлялись со своей несложной задачей. И хотя большинство самоубийц вражеские истребители сбивали еще на подлете, по американским подсчетам камикадзе потопили не меньше 34 кораблей, повредив при этом около 360. В результате атак погибли около 5000 американских моряков. Впервые с атаками камикадзе американцы столкнулись в схватке за Филиппины, оккупированной Японией протекторат США. Японцам было очевидно, что после Марианских островов американцы двинутся на Филиппины. Их захват позволил бы отрезать Японию от поставок нефти и других ресурсов с оккупированных территорий Юго-Восточной Азии. За возвращение Филиппин очень активно выступал главком сухопутных сил Дуглас МакАртур. Он упирал не только на военные, но и политические соображения. США управляли этими островами с конца XIX века. Местное население говорит по-английски. Подавляющее большинство из них – христиане. Филиппинцы повально уходят в партизаны и воюют против японских захватчиков. Бросать их на произвол судьбы значит подтверждать японскую пропаганду, согласно которой азиаты для белых – люди второго сорта и просто расходный материал.
Японский адмирал Тойода понимает, Филиппины – последний шанс для японцев нанести большое поражение американскому флоту и переломить ход войны. Когда стороны наконец сталкиваются в заливе Лейте в конце октября 1944 года, японцы отчаянно сражаются. Наземная японская авиация была уничтожена в самом начале сражения самолетами, взлетевшими с авианосца «Хорнет». После этого Тойода бросает в бой все оставшиеся у Японии авианосцы. Лучшие крейсеры и линкоры, которые берегли для решающей схватки. Впервые на американские корабли совершают массовые налеты камикадзе. 25 октября звено под командованием лейтенанта Юкио Секи атакует эскортный авианосец «Сент-Ло». Один из летчиков считается, что сам Секи врезается в корму корабля и пробивает палубу. Взрыв вызывает пожар, а затем следуют новые взрывы. Сдетонировали боеприпасы. Через полчаса Сент-Лу затонул. Так всего один камикадзе потопил авианосец и убил 143 американских солдат. Но как бы отчаянно не сражались японцы, их замысел провалился. 4-дневное сражение в заливе Лейте было проиграно. Флот Тойоды понес огромные потери, в разы больше американских. Потоплены или выведены из строя 8 тяжелых крейсеров, включая крейсер «Атаго». Потеряны и крупнейшие на тот момент корабли в мире – линкоры «Ямато» и «Мусаси». И тот, и другой поразили бомбы, господствующей в небе авиации США. «Ямато» позже вернут в строй, но «Мусаси» потерян безвозвратно. После утраты Филиппин Япония лишилась и индонезийской нефти, и даже призрачного шанса на победу. Но безоговорочная капитуляция по-прежнему не считалась в Токио приемлемым вариантом. Стратегический план был прежним – защищать метрополию, пока это возможно, массово использовать летчиков камикадзе и наносить США столько потерь, сколько нужно, чтобы те согласились, наконец, на компромиссный мир. Ведь на пути американцев еще были острова Окинава и Ивадзима. Знаменитая фотография Джо Розенталя «Водружение флага на Ивадзиме». Для американцев это столь же важный символ победы, как для нас знамя победы над Рейхстагом Евгения Халдея. Конечно, она тоже постановочная. Розенталь дважды расставлял морпехов на вершине потухшего вулкана Сурибати, пока не нашел нужную композицию кадра. Пока он это делал, на Ивадзиме еще продолжалась битва. Ивадзима – это остров площадью чуть больше 20 квадратных километров посреди Тихого океана. От японского архипелага его отделяют 1200 километров. Юридически он подчинялся префектуре Токио. Взяв его, американцы могли бы хвастаться, что зашли на территорию вражеской столицы. Но главная причина вторжения на Ивадзиму была другой. В то время американцы приступили к стратегическим бомбежкам Японии. Операциями руководил генерал ВВС Кертис Лемей, взявший за образец ковровой бомбардировки Германии англо-американской авиации. Крошечная Ивадзима была одним из последних серьезных препятствий. Там работал мощный радар, оповещавший японцев об авианалетах. Кроме того, на островке был аэродром и база дозаправки самолетов, что давало японцам возможность атаковать уже отвоеванные США территории. Значит, Ивадзиму нужно было отбить еще до вторжения на японский архипелаг. Десант назначили на 19 февраля 1945 года. Его предварили бомбежками, которые продолжались почти 3 месяца. Командовавший обороной Ивадзимы генерал Курибаяси заранее вывел с острова гражданских, а остров прокопал сложной сетью подземных укреплений и укрытий, так что бомбежки оказались не очень-то эффективными. Для десанта Курибаяси тоже придумал неприятные сюрпризы. Он велел и артиллеристам, и солдатам не открывать огонь сразу же при виде врага, как до сих пор делали японцы при обороне островов, а выждать, пока первая волна наступающих закрепится на пляже, и только после этого вступать в бой. С артиллерией получилось не очень. Батарея мощных корабельных пушек на горе Сурибати подчинялась флоту
и выполнять приказы сухопутной крысы Курибаяси они не хотели. Пушки открыли огонь по американским кораблям, как только те показались на горизонте. Сильного вреда они не причинили и тут же были уничтожены ответным залпом. Но стрелковые части приказ выполнили. Когда американцы, радуясь отсутствию сопротивления, высадились на пляже и прошли по нему 500 метров, на них обрушился ад. Тарава, по сравнению с Ивадзимой, оказалась легкой прогулкой. Ситуацию ухудшало то, что почва здесь состоит из вулканического пепла. Он твердый, полноценно окопаться в нем не получится. Американцы гибнут десятками, пока артиллерия и авиация пытаются подавить скрытые в скалах дзоты. Но силы все-таки слишком неравны. Американцев в 5 раз больше. Ценой гигантских потерь за 2 дня им удается рассечь японскую оборону острова надвое. А 23 февраля они берут ключевую высоту Сурибати на южном краю острова, где Розенталь и фотографирует выдружение знамен. Остатки японских сил отходят на север острова. Генерал Курибаяси осознает безнадежность сопротивления, но приказ о капитуляции не отдает. В течение целого месяца его войска сопротивляются, пользуясь разветвленной сетью подземных тоннелей. 17 марта Курибаяси отправляет послание в Токио. Со смирением и искренностью я приношу свои повторные извинения. Наши боеприпасы закончились, а вода иссякла. Для нас настало время предпринять последнюю контратаку. Вспоминая благодеяние императора, я не жалею своей смертной оболочки, которая совсем скоро превратится в пыль и прах. К 26 марта весь остров перешел под американский контроль. Тело Курибаяси не нашли. По-видимому, он спорол с формы знаки различия и погиб в ближнем бою. В битве за Ивадзиму выжили очень немногие ее защитники. Финальная зачистка территории не обошлась без курьезов. Морпехи рассказывали историю, будто бы в одной из воронок они нашли противника с гранатой в руке. Через переводчика тот объяснил, что хотел изначально дождаться их и подорвать себя при имитации сдачи в плен. Расхожий трюк, который японцы проделывали на разных островах. Однако ждать пришлось сутки, и теперь солдату смертельно хочется курить. Американцы пообещали дать ему в обмен на гранату столько сигарет, сколько душа пожелает. Довольный сделкой солдат сдался в плен, по-честному. После взятия Ивадзимы путь для американских бомбардировщиков на Японию был открыт. Вот этот древний буддийский храм Сенсодзи на самом деле реплика 50-х годов. Оригинал сгорел в ночь на 10 марта 1945 года во время первого массированного налета американской авиации на Токио. Это была самая разрушительная и смертоносная бомбардировка в истории человечества, если не считать ядерных ударов. Почти 300 бомбардировщиков Б-29 волнами обрушивают на город тысячи кассетных зажигательных бомб, начиненных напалмом и белым фосфором. Несколько районов Токио, в котором почти все здания были из дерева и бумаги, вспыхивают моментально. Пожарные сразу понимают, тушить бесполезно. Можно только помочь людям бежать подальше от огня. 125 пожарных погибнет, исполняя свой долг. В домах плавится стекло и металл. На людях загораются одежда и волосы. Ветер раздувает пламя, порывы которого поглощают кислород. Дышать нечем. Некоторые находят спасение от огня в канализационных трубах, парках, в реке Сумида. На подходах к реке и в воде страшная давка. Многие тонут, выжившие стоят в воде среди мертвых тел.
Пока люди умирают, над городом кружит самолет генерала Пауэрса, который вместе с картографами отмечает районы, уничтоженные пожаром. Гари так много, что в какой-то момент и летчикам становится нечем дышать. Им приходится надеть кислородные маски. Серебристые Б-29 вернутся на базы, покрытые гарью и копотью. Эту операцию американцы назвали «Молитвенный дом». Кертис Лемей позднее признает, если бы США проиграли войну, его бы судили как военного преступника. Миллионы человек остались без жилья. Погибло около 100 тысяч мирных жителей. Почти столько же, сколько военных потеряли США на Тихом океане за всю войну. Но эти смерти и разрушения не приблизили капитуляцию Японии. Та по-прежнему намеревалась держаться до конца. В апреле 1945 года начинается битва за Окинаву. Остров с постоянным населением около 300 тысяч человек. На этот раз японские офицеры не стали эвакуировать мирных жителей. Напротив, они объясняют местным: наши враги не люди, это демоны из преисподней, и пришли они за вашими детьми. Сражайтесь вместе с армией. Так они и поступают. Мирные жители служат и подносчиками снарядов, и живым щитом. Им раздают гранаты, чтобы они подрывали себя вместе с противником. Как потом признавали сами американцы, они быстро отвыкли отличать людей в штатском от людей в форме и стреляли по всем без разбору. За 2,5 месяца боев на острове погибает не меньше 42 тысяч гражданских, каждый 7-й житель. Командующий обороной острова генерал Мицуру Усидзима на протяжении всей битвы посылает пехоту в самоубийственные банзай-атаки. Летчиков в налеты камикадзе. В битве за Окинаву флот США теряет больше кораблей, чем при нападении на Перл-Харбор. Только 29 мая американцы берут ключевой объект на острове – замок Сюри. Захватившие крепость морпехи происходили в основном из южных штатов, поэтому над замком они вывесили знамя конфедерации времен Гражданской войны. Только спустя 3 дня командование распорядилось знамя заменить на общенациональный звездно-полосатый флаг. В самый разгар битвы за Окинаву 12 апреля скончался президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт. Но надежда японцев на то, что новая американская власть окажется настроена помягче и, наконец, пойдет на переговоры, не оправдываются. Новый президент Гарри Трумэн хочет как можно скорее закончить войну и готов принимать для этого самые жесткие решения. We will see the fight through to a complete and victorious finish. План вторжения в Японию под названием Downfall, то есть падение, американские штабисты подготовили к началу 1945 года. Предполагалось, что операция в лучшем случае завершится к весне 1947-го и будет стоить колоссальных человеческих жертв. Возможные потери союзников – более чем 250 тысяч человек только убитыми. Потери Японии должны были составить миллионы, включая гражданское население. Цифры были совершенно ошеломляющие, и после Окинавы стало ясно, что в реальности они могут оказаться еще выше. Такого эффекта японцы и добивались, рассчитывая склонить Вашингтон к переговорам. Они не знали, что у американцев есть другой вариант. Всю войну в Соединенных Штатах работали физики-ядерщики из секретного проекта «Манхэттен». Еще осенью 1944-го США и Британия договорились о применении атомного оружия против Японии. С СССР, третьим ключевым союзником по антигитлеровской коалиции, консультироваться не стали. В мае 1945-го в нью-мексиканском Лос-Аламосе, где находится первая в мире лаборатория, занимающаяся созданием ядерного оружия,
определяют приоритетный список городов для атомной бомбардировки. Киото – крупнейший индустриальный центр. Хиросима – там военные склады и порт. Йокогама, Кокура, Нигата – это центры военной промышленности. Военный министр США Генри Стимсон вычеркивает из списка Киото, сославшись на огромное культурное значение этого города. Целью номер 1 становится Хиросима. Позднее в список вписали еще и Нагасаки, где были военные верфи и порт. 16 июля проходит финальное успешное испытание атомной бомбы на полигоне в Нью-Мексико. — 23 июля Трумэн наконец сообщает Сталину: у США появилось некое невиданное оружие разрушительной силы. Днем 5 мая на секретной американской базе на Тиниане, одном из Марианских островов, маляр карабкается по лестнице, приставленной к бомбардировщику Б-29 Суперфортресс. Командир экипажа, полковник Пол Тибетс, велел написать на носу самолета его новое название – Энола Гей. Так зовут мать Тибетса. Каждый раз, когда я попадал в сложную ситуацию, я слышал голос матери: «С тобой будет все в порядке, сынок». Пока маляр красит самолет, в него загружают атомную бомбу. Ее тоже зовут по-семейному Little Boy – малыш. Экипаж самолета не знает, какого рода вылет им предстоит на утро. Знает только Тибетс. Вечером он ест специально приготовленные для него армейским поваром ананасные булочки. Его подчиненные играют в покер. Чуть позже полковой священник Уильям Дауни читает летчикам молитву собственного сочинения. We pray thee that the end of the war may come soon, and that once more we may know peace on earth. May the men who fly this night be kept safe in thy care, and may they be returned safely to us. We shall go forward, trusting in thee, knowing that we are in thy care now and forever. In the name of Jesus Christ, amen. Около 2 часов ночи Энола Гей взлетает и берет курс на Японию. Торжественный момент снимают фотографы и кинооператоры. Когда самолет набирает высоту, Тибетс выходит на связь с базой и сообщает, что полет проходит в штатном режиме. Кодовое имя Тибетса в этом полете – Justice – справедливость. Около 7 утра, когда самолет миновал Ивадзиму, командир корабля наконец сообщает экипажу, что это необычный вылет. На борту первая в мире атомная бомба. Практически никого не удивляет это дело. Все и так уже догадались. Над Ивадзимой к Эноле Гей присоединяется еще 2 Б-29 для сопровождения, наблюдения и фотографирования результатов бомбардировки. Тибетс получает шифрограмму с базы с окончательным подтверждением цели. Это Хиросима. Он объявляет ее экипажу. В 8 часов 15 минут 3 самолета появляются в небе над Хиросимой. Диктор местного радио включает сирену воздушной тревоги и начинает говорить в микрофон. Замечено 3 больших вражеских самолета, направляющихся... Больше ни одного слова сказать он не успеет. Следует ослепляющая вспышка света, волна нестерпимого жара и затем невероятный взрыв. Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв превратил день в ночь. Красный был цветом человеческой крови и цветом пожаров, сжегших город. Коричневый — цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи. Спустя 3 дня, 9 августа,
другой Б-29 по имени Бокскар, товарный вагон, сбрасывает вторую атомную бомбу на Нагасаки. Атомные удары потрясли японское правительство. Министры уже смирились с тем, что страна последние полгода живет фактически в блокаде, под постоянными бомбежками и в ожидании вторжения. Однако они продолжали надеяться, например, что попытка завоевать Японию закончится для западных союзников провалом, и те вынуждены будут запросить мирных переговоров при посредничестве СССР, с которым у империи сохранялся нейтралитет. Тогда, возможно, Токио сможет добиться приемлемых условий мира без капитуляции. Японское руководство не исключало и появление фантастического вундерваффе – чудо-оружия. Только если нацисты уповали на ракеты Фао, то японцы на биологическое оружие. Не зря же всю войну специальный отряд 731 полковника Сиро Исии ставил эксперименты на тысячах пленных и жителей захваченных территорий. Ко вторжению США Исии подготовил план цветения сакуры ночью. Заражение прибрежных американских штатов бубонной чумой с воздуха. Однако к 1945 году Япония уже не располагала ресурсами для операций такого масштаба. 9 августа войну Японии объявляет СССР. 12 августа Красная Армия переходит в масштабное наступление против Манчжоу-го. Оборонять марионеточное государство, по сути, некому. Квантунская армия давно превратилась в тыловые войска, куда отправляли всех негодных к службе на фронте. К лету 45-го у квантунцев почти не оставалось ни исправной техники, ни необходимого количества боеприпасов. Танковая армия генерала Андрея Кравченко, ветерана Сталинградской битвы, минует горы Хингана и пустыню Гоби. В 20-х числах августа Красная армия овладевает всей Маньчжурией, севером Кореи и южной половиной Сахалина. Ожесточенное сопротивление советские войска встречают лишь в нескольких местах. При переходе хребта Малый Хинган и чуть позже на Курилах, где потребовалась полноценная десантная операция. В начале сентября архипелаг переходит под контроль СССР. Сразу после атомных ударов и советского вторжения в Маньчжурию премьер Сузуки открыто высказывается за переговоры и прекращение боевых действий. Большинство министров эту идею отвергают, но после краха Квантунской армии главу правительства поддерживает император Хирохита. 15 августа он объявляет нации о прекращении войны. «2 сентября японские представители подписывают акт о капитуляции на борту американского линкора «Миссури» в Токийской гавани. Это брат-близнец линкора «Айова». Так что японцы перед собой видели точно такие же угрожающие пушки. Впереди у Японии годы восстановления в условиях иностранной оккупации. Полная перестройка государства. Будет здесь и свой аналог Нюрнбергского трибунала – Токийский процесс 46-48 годов.
На нем судят 29 ведущих военачальников, политиков и пропагандистов прежнего режима. 7 человек, включая экс-премьера Тодзио, судьи приговорят к смертной казни за развязывание агрессивной войны, бесчеловечное отношение к военнопленным. Австралийская секция по военным преступлениям Токийского трибунала подтвердит случаи каннибализма на Новой Гвинее. Станет известно как минимум о 5 японских офицерах, учинивших расправы над пленными летчиками США с последующим людоедством. Офицеров казнят. 18 подсудимых токийского процесса получат крупные тюремные сроки вплоть до пожизненного. На токийском процессе не станут судить императора Хирохито. По личному указу командующего оккупационными войсками США Дугласа МакАртура. Американский генерал считал, что на своем троне Хирохито будет полезнее союзникам, чем на скамье подсудимых. Император будет править страной вплоть до своей смерти в 1989 году, хотя по новой конституции 1946 года его власть станет лишь церемониальной. Кроме того, отдельной декларацией был отменен его божественный статус. Отныне император не считается потомком богини Аматерасу. Также МакАртур настоит на неподсудности ряда других деятелей, причастных к военным преступлениям, вроде командира отряда 731 Сиро Исии, человека, руководившего уничтожением людей в промышленных масштабах. Но МакАртур посчитает его источником ценной информации, ведь тот проводил уникальные опыты вивисекции и бактериологических экспериментов, которые невозможно повторить в Соединенных Штатах. Исии доживет до 1959 года и по одной из версий некоторое время проработает в Штатах, где передаст свои наработки американским специалистам по биологической войне. Официальный Токио будет стремиться решить вопрос с пострадавшими странами путем денежных компенсаций. Соответствующие договоренности с Индонезией, Филиппинами, Бирмой и Вьетнамом будут достигнуты еще в 50-х. Открытого раскаяния не будет. Крайне обтекаемые извинения в адрес китайского народа впервые прозвучат лишь в 1972 году. После войны Япония берет курс на исключительно мирное развитие. По новой конституции японцы не могут иметь полноценной армии, только силы самообороны. Постепенно забудется, что еще недавно Япония была грозной империей. Но в некоторых далеких гарнизонах солдаты еще некоторое время будут продолжать беззаветное служение императору. — 1974 год. Филиппины. Остров Лубанг. С конца Второй мировой прошло почти 30 лет. Растет второе поколение людей, знающих о войне только по фильмам и рассказам старших. Японский студент Норио Судзуки прибывает в страну с невероятной миссией – найти соотечественника, верившего, что война все еще идет и продолжающего в ней воевать. Жители Лубанга судачат о неких горных дьяволах, которые то вступали в перестрелки с полицией, то отбирали еду, то просто жгли солому. После долгих путешествий Судзуки удается найти последнего выжившего из этих дьяволов – 52-летнего младшего лейтенанта Хиро Оноду. Студент говорит ему: «Война окончена, он может вернуться домой». В ответ лейтенант требует, чтобы к нему на Лубанг явился лично майор Йосими Танигуйти. Это командир, который 30 лет назад оставил отряд Оноды на Лубанге и дал строгий приказ стоять до последнего, запретив совершать самоубийство. Танигути к тому времени оставил военную службу и работает в книжном магазине. Он едет на Филиппины, и только тогда лейтенант официально капитулирует перед филиппинским президентом Фернандом Маркосом. По местным законам японцу за многочисленные грабежи и убийства, совершенные за 30 лет партизанщины, грозит смертная казнь. Но Маркос под давлением токийских дипломатов дает Оноде вернуться на родину, где тот проживет еще 40 лет, издаст мемуары и даже создаст организацию «Школа природы» для воспитания молодежи. Во время своей личной войны Онода узнавал из газет и по радио
про послевоенный экономический рывок Японии и про Олимпиаду 1964 года в Токио. Однако считал это дезинформацией. Его с детства учили, что американцы все врут. К тому же события в Корее и Вьетнаме подтверждали. Империя продолжает бороться. Кто еще в Азии посмел бы воевать с американцами, кроме японцев? Эхо Второй мировой еще многие десятилетия будет звучать на планете. Отдельные солдаты и даже целые отряды будут продолжать сражаться. Люди в разных странах еще долго будут погибать от мин, от голода, от болезней. Тоже станут жертвами этой войны. Но все-таки после капитуляции Японии Вторая мировая стала частью истории. Казалось бы, человечество решило одну из сложнейших задач за все время своего существования. Сумело остановить агрессоров, желавших поработить и уничтожить целые народы. И теперь можно выдохнуть и расслабиться. Но оказалось, что это лишь первая из задач. Сложно закончить войну. Однако в 1000 раз сложнее сделать так, чтобы подобная война больше не повторилась. В следующей, заключительной серии нашего проекта мы поговорим о том, как шаг за шагом политики, военные и дипломаты строили систему, в которой будут невозможны войны вроде Второй мировой, несмотря на все противоречия, несмотря на ожесточенное противостояние коммунистической и капиталистической систем и кризисы типа Карибского. А еще поговорим о том, почему сейчас эта система начинает давать сбои, почему в Европе снова звучат выстрелы, правители аннексируют чужие территории или рассуждают об этом, почему споры о границах, из-за которых раньше десятки миллионов лишились жизней, опять становятся инструментом политической борьбы. Вторая мировая закончилась. Но чем больше проходит времени, тем важнее нам помнить события тех лет. Помнить, что такое война на самом деле.